Правда классно получилось? Ну а вот так это выглядело неделю назад. Трубы, краны, коммуникации, все на виду. Самое сложное было не просто спрятать это безобразие. Самое сложное было сохранить доступ к этим трубам на случай ремонта. Поэтому сегодня я покажу вам, как я построил вот эту фальш-панель, чтобы решить обе проблемы сразу. Свободный доступ мне потребуется, так как прошлой зимой одна из этих труб уже лопнула, и мне пришлось ее ремонтировать. Хорошо, что тогда все было открыто, и проблему удалось быстро обнаружить. И если бы здесь была глухая конструкция из гипсокартона, последствия могли бы оказаться намного неприятнее. Мы сняли замеры, но нужная нам доска оказалась где-то в середине пачки, поэтому пришлось немного повозиться, прежде чем удалось до нее добраться. Сама доска шире, чем нам нужно, поэтому отправляем ее на циркулярную пилу. С длинными досками одному работать не слишком весело, поэтому сегодня у меня есть помощник. И это не только ускоряет процесс, но и значительно повышает шансы закончить проект с полным комплектом пальцев. Следующим этапом нам нужно подготовить основание для будущей панели. Чтобы она легко вставала на место, мы снимем небольшую фаску по всей длине доски. Для этой задачи как раз пригодился мой новый роутер DeWalt. Давно хотел попробовать его в работе. Судя по отзывам в интернете, инструмент отличный. Так что сегодня будет его первое боевое крещение. Использовать будем вот такую фрезу. Настраиваем глубину и приступаем к работе. Правда, с первого раза все пошло не совсем по плану. Я перепутал направление подачи, и роутер сразу решил, что работать будет по собственному сценарию. К счастью, все обошлось без происшествий, а со второй попытки результат получился именно таким, каким я рассчитывал. Ах ты же. Ремонт без сюрпризов – это не ремонт. Пока переносил доску, она сломалась прямо по сучку, поэтому пришлось изготавливать новую рейку. Теперь можно заняться покраской панелей. Красим все той же самой краской, что и стены. Правда, сразу возникла проблема. Помните удобный носик для банки, который я показывал в прошлой серии? Так вот, он намертво приклеился к крышке. Поэтому сегодня без инноваций. Просто открываем банку и работаем дальше. Прохожусь кистью по всем углам и торцам, а потом раскатываю краску валиком. Я расположился на заднем борту пикапа для удобства, но это было ошибкой. Из-за солнца краска сохла настолько быстро, что я не успевал ее нормально раскатывать. В итоге начали появляться пятна и следы от валика. Поэтому пришлось все переносить в тень и продолжать уже там. Пока сохнет первый слой, убираю малярную ленту и занимаюсь всякими мелочами, которые постоянно накапливаются во время ремонта. А у вас как раз появилась секундочка поставить лайк и подписаться на этот канал. Затем наносим второй слой. Ну а впереди нас ждет знаменательное событие этого ремонта. Неделю назад мы покрасили пол, и за это время покрытие должно было полностью высохнуть и набрать необходимую прочность. А значит, пришло время заносить сушилку на место. Если что и надоело за время ремонта, так это сушить вещи на веревках. Поэтому возвращению сушилки я рад больше всего. Эта декоративная планка будет мешать при установке фальш-панели, поэтому уберем ее. Но, к сожалению, она срослась с краской, поэтому сперва подрежем аккуратненько все ножом, а затем удаляем с помощью монтажки. Ну а теперь подготовим доску, которая будет закрывать фальш-панель сверху. Вообще изначально план был намного проще. Я планировал закрыть трубы обычным пластиковым коробом, чем-то вроде большого кабель-канала. Но когда начал искать подходящий вариант, оказалось, что в местных магазинах ничего похожего просто так не найти. Тогда я обсудил эту задачу с Gemini. Мы перебрали несколько вариантов, и больше всего мне понравилась эта самая идея сделать темную фальш-панель. Для этой задачи мы используем доску 2 на 4 дюйма, и крепить мы ее будем с помощью уже знакомых нам карманных отверстий. Подрежем ее в нужный нам размер, зашкурим 120 шкуркой для того, чтобы лучше лег грунт, и снимем небольшую фасочку, чтобы придать элегантный вид нашему изделию.
Для грунтовки мы воспользуемся вот такой вот поролоновой кисточкой. Она отлично подходит для таких вот небольших задач, очень дешевая и дает неплохой результат. Ну а для финишного слоя я использую безворсовый валик. Мне понравилось, как он показал себя на стенах, поэтому решил не искать приключений и воспользоваться проверенным вариантом. Ну а пока все сохнет, мы с вами соберем основную конструкцию. Приходится использовать лазерный уровень, так как на полы положиться нельзя. Они кривые, как гусарская сабля. Ну а после установки верхней рейки нам потребуется установить плинтуса, которые будут формировать карман, в который мы будем ставить фальш-панель. Так, ну крепить все будем вот таким клеем, пистолетиком и вот такими гвоздичками. Для этого нам понадобится компрессор. Такое соединение получается одновременно прочным и аккуратным. А это особенно важно в моем случае. Панель будет регулярно сниматься и устанавливаться обратно, поэтому крепление должно выдерживать многократное использование. Краска подсохла, и теперь можно установить эту доску, которая будет закрывать верх панели. Постепенно становится понятно, как все будет выглядеть в итоге. Но работы еще хватает. Панель нужно подогнать по высоте. К сожалению, строительный уровень здесь выступил не по своему прямому назначению. Пришлось использовать его как направляющую, чтобы сделать ровный рез. А саму подрезку выполним мультитулом, потому что места для обычной пилы здесь недостаточно. Удлиняем верхнюю доску, чтобы панель закрывала стену по всей длине. Ну а в этот момент мне совсем не хочется повредить свежую краску, поэтому между струбциной и досками подкладываю бумажное полотенце. Конструкция готова, и теперь нужно установить крепление. С ним я тоже успел немного поломать голову. Мы посоветовались с Gemini и рассматривали несколько вариантов. Специальные защелки, крепления, которые используют в яхтах и катерах. Даже думал сделать французскую планку, French Cleat. Но во время одной из поездок в Home Depot я наткнулся на вот эти липучки для крепления картин. И чем дольше я на них смотрел, тем больше понимал, что для моей задачи это может оказаться идеальным вариантом. Большое количество липучек не нужно, основная нагрузка будет приходиться на основание, а липучки лишь удержат панель на месте. Осталось подогнать по ширине крайнюю панель. Наш строительный уровень снова в деле в качестве направляющей, но теперь резать будем циркулярной пилой. После мультитула это просто удовольствие. И быстрее, и аккуратнее. Чтобы избежать проблем с влажностью в будущем, я решил теплоизолировать трубы. Холодная вода может вызывать образование конденсата, а лишняя влага на моей новой конструкции мне точно не нужна. Ну и поскольку я все-таки инженер по образованию, трубы тоже будем крепить по уровню. Ну или по крайней мере хотя бы попытаемся. Сперва найдем стойку с помощью детектора, ведь хомуты должны крепиться во что-то более надежное, чем гипсокартон. В этом месте, к сожалению, по уровню выставить не получится, но это будет закрыто ящиками. Согласитесь, очень приятно, когда все встает на свои места и конструкция получается так, как ты это задумал. Настало время занести стиральную машинку на место. Тщательно упакуем все фоам-лентой, чтобы нигде ничего не подтекало. Менять гипсокартон мне, конечно же, не хочется, поэтому мы качественно все затянем. Сейчас ядро не снимаю.
сейчас ведро не снимем. Точно. Главное вовремя заметить свой косяк, чтобы его можно было исправить. Соберем соединение заново, и можно задвинуть стиральную машинку. Ну а теперь самое главное выставить ее тщательно по уровню. Ну, я считаю, что неплохой результат. Лучший враг хорошего. Ну что ж, по-моему, получается очень неплохо. Но это еще не конец. В следующей серии мы наведем небольшой марафетик, займемся электрикой и организуем красивое хранение. А еще посчитаем, во сколько мне обошлась эта затея. Если вам понравилось это, лайки туда. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Ну а если вы еще не видели предыдущие серии, то вам в описании, там я поставил ссылочку, в которой собраны все этапы вот этого проекта. Обязательно посмотрите их, если еще не видели. Ну и всего вам хорошего, друзья. Пока-пока.